Война казахов с джунгарами – это не просто столкновение двух сил. Это эпопея, где на кон ставила свобода, вера, язык и сама суть казахского народа. Война казахов с джунгарами, ойратами – одно из самых масштабных и трагических противостояний в истории Центральной Азии. На протяжении почти 150 лет, с начала 17 до середины 18 века, казахские жузы вели ожесточенную борьбу против джунгарского ханства, которое стремилось подчинить себе степи. Эта война стала борьбой за выживание казахского народа. Джунгарские нашествия привели к огромным потерям, но в итоге казахи, объединившись, смогли разгромить врага в Анракайской 1726 года, Арбулакской 1643 года и других битвах. А окончательную победу одержали в 1758 году при поддержке Цинской империи. Джунгары – это западное название ойратских племен, объединившиеся в 17 веке в мощное кочевое государство. Их ядро составляли калмыки, тургуты, дербеты и другие ойратские роды. Будучи великолепными воинами, они стремились подчинить себе не только степные просторы, но и богатые земли Китая, Тибета и Средней Азии. В середине 17 века джунгарское ханство стало грозной силой. Храбрыми и амбициозными хунтайджи, такими как Батур Хунтайджи, Сенге и особенно Голдан Бошокту, джунгары начали активную экспансию. Их интересы столкнулись с интересами казахов, что положило начало затяжной и жестокой войне. Совершая неоднократные набеги на землю узбекского ханства, в середине 15 века ойраты нанесли им в итоге тяжелое поражение. Так, битва войск Абулхайра и ойрата во главе Уч-Темур-Тайши произошла в окрестностях Сыгнака в 1457 году. Бой длился много часов и закончился поражением Абулхайр-хана. Он был вынужден отступить и укрыться за стенами Сыгнака. Ойраты ограбили и разрушили города Ташкент, Туркестан, Шахрухия. Перед уходом Эч-Темур-Тайши заключил мир с Абулхайр-ханом. Историк хана не сообщает ничего об условиях мира. Однако, судя по данным других источников, они были унизительны для шибанидов. Из-за своего поражения Абулхайр был вынужден бросить разграбленные города Туркестана и отступить в Дешт и Кипчак. В 1460 году он вернулся при Сырдарью. После поражения в той битве Абулхайр установил жесткий порядок в своих владениях. В 1460 году, в период, когда Абулхайр-хан был ослаблен поражением от ойратов, недовольные жесткой политикой Абулхайр-хана Чингизиды, Жанибек и Кирей со своими подданными откочевали на восток в Семиречье, в Могулистан, где создали свое государство Казахское ханство. Племена, ушедшие с ним, стали называть себя казаками. Тюркского «казак» означает «свободный», позднее упоминаемые лишь «казак» и «казактар». Первые столкновения начались еще в конце 16 века, но к 17 веку конфликт приобрел масштаб национальной борьбы. Казахское ханство в то время находилось в состоянии внутренней раздробленности. Три джуза – старший, средний и младший – действовали зачастую несогласованно, что ослабляло сопротивление. В 1643 году произошло одно из первых крупных сражений – Арбулакская битва. Джангир-хан, опасаясь открытого военного столкновения с джунгарами, со своим ополчением, состоящим всего из 600 воинов, расположил часть своей дружины в ущелье между двух гор, заранее окопав его глубоким рвом и обнеся высоким валом. Протяженность военного укрепления составляла 2,5–3 километра. Передний край окопа был высотой с человеческий рост. Половина воинов организовала полевые укрепления на пути, а остальная часть рассредоточилась на утесах, тем самым подготовив засаду джунгарам. В этих укреплениях Джангир и ждал в засаде на пути следования джунгарской армии во главе Эрдани Батуром. Джунгары, подойдя к укреплениям, напали на них. И в то время, когда они теряли множество людей в сражении, весьма невыгодном для осады месте, по причине узкого пространства, Джангир устремился на них с тыла. Неожиданность удара и наличие огнестрельного оружия, которыми все они были снабжены, нанесли Эрдани Батуру сильный урон. В это время подоспел союзник казахов Ялактуш-Багатур с бухарским войском 20 тысяч человек и вошел в тыл джунгар. Джунгары, не ожидавшие такого хода событий, пришли в расстройство, в общем обиделись. И Эрдани Батур
предпочел далее не вступать в сражение и был вынужден отступить в Джунгарию. Во второй половине 17 века джунгары под предводительством Галдан Баша Гутум значительно расширили свои территории. В 1680 году они захватили часть Семиречья и Восточного Туркестана. Казахские земли подвергались постоянным набегам, сжигались аулы, уводился скот, забирались женщины и дети. Это был период жестокости и ужаса. Казахский хан Тауке 1680-1715 года пытался укрепить государство. Он провел реформы, создал свод законов Жети-Жарга, добился временного единства жузов. Однако и этого было недостаточно, чтобы полностью остановить натиск джунгар. В 1723 году джунгары нанесли самый страшный удар. Это время вошло в казахскую память как год великого бедствия. Джунгарская армия вторглась в казахские земли весной, когда кочевники еще не успели подняться с зимовок. Захват был стремительный. Города Туркестан, Тарас, Сайрам и множество аулов были сожжены. Люди бежали в ужасе, теряя все. Говорят, степь была усеяна трупами, а соленое озеро Аллаколь стало местом массового исхода казахов. Более миллиона людей погибло или оказалось в рабстве. Но народ не сломался. Уже через несколько лет казахские бии, ханы и вожди начали собираться для решающего отпора. Три жуза объединились, чтобы вернуть свободу. В 1729 году произошла битва при Анракай, один из самых переломных моментов войны. Казахские войска, возглавляемые ханом Абул-Хаиром, Абул-Мамед-ханом, а также легендарными батырами Кабанбай, Бокенбай и Раимбеком, разгромили джунгарскую армию. Эта победа вдохновила народ, дала надежду. Началось постепенное возвращение утраченных территорий. Тем не менее, война продолжалась вплоть до 1750-х годов. Только вмешательство цинского Китая в середине 18 века окончательно поставило точку в истории Джунгарии. В 1755-1758 годах китайские войска уничтожили джунгарское ханство, а оставшихся уратов переселили или истребили. Казахи, пережив страшные потери, сохранили независимость, культуру и государственность. Победа над джунгарами стала не только военным, но и моральным триумфом нации. Сегодня память о войне с джунгарами живет в эпосах, песнях и легендах. Имена героев Кабанбай-Батыр, Бугенбай-Батыр, Раимбек и другие стали символы мужества и любви к родине. Эта война закалила казахский народ и стала основой национального самосознания. Это была не просто борьба за территорию, это была борьба за душу степи.